Привет, YouTube! И в этом выпуске рубрики «На бизнес» я расскажу вам о 15-летней инстаграмщице, которая продает курсы по заработку наивным детям и подросткам, о не самых лучших инфопродуктах из Инстаграм и о том, как недопродюсеры из интернета обещают сделать вас звездой Голливуда или даже айдолом, как в корейской группе BTS. Звучит абсурдно, но вот так людей разводят на деньги десятками и сотнями. И я напоминаю, что в этот телеграм-бот вы можете прислать истории обмана и мошенничества, которые произошли с вами, и мы сделаем об этом выпуск. Ну а так как ролики сейчас выходят не по графику, чтобы ничего не пропустить, советую вам нажать кнопочку колокольчик и подписку на канал. Ну а мы не будем затягивать и поехали! И начнем мы с курсов по заработку. Представьте себе девочку, подростка, которая зарабатывает 100 000 в месяц, просто сидя на диване. Хвастается цацками и деньгами другим детям и за скромную плату обещает научить так зарабатывать любого желающего. Да, я понимаю, представить сложно, но именно на такую сказочную продажницу наткнулась моя подписчица. Я ее увидела, перешла на аккаунт этой девушки, ее зовут Мария, где она выкладывала истории постоянно из каких-то очень лухарных магазинов, выкладывала там стопки денег. Ну, в общем, понятно, вот это вот все. Постоянно была такая фраза, что вот хочешь зарабатывать так же, как я, тогда купи мой курс, он работает 100%. Посыл был таков, что если вот ты неудачник, то ты этот курс не купишь, а если ты классный чувак, то ты его 100% приобретешь. Мне стало очень интересно, поэтому я все-таки написала на ее аккаунт, ей в директ, она мне скинула реквизиты. Дальше, собственно говоря, присылает она мне этот гайд. По сути дела, нам предлагают перепродавать этот гайд, и чтобы у нас его покупали, нам говорят, вы должны накрутить себе подписчиков тоже за деньги, естественно. И я решила сама посмотреть аккаунт богатой девочки. Зашла, открыла сторис, а там сумочки, айфоны, ноготочки, шелест налички. Мокрая мечта тех, кому мама не выдает карманных денег на Гуччи. На своем способе я приобрела кучу вещей. Я постоянно себе покупаю разные вещи, постоянно покупаю аксессуары типа сумок, покупаю себе разную косметику, кольца, сережки. И недавно приобрела новый телефончик, вот, и постоянно делаю себе маникюр с ресничками. И вот, насмотревшись такой роскоши, начитавшись отзывов по типу «Я опоздала на урок, училка начала на меня орать, а я ее опустила при всех», когда сказала, что в свои 13 зарабатываю больше, чем она, та сразу захлопнула варежку. Воу! Ну просто крутышка! И вот после этого девочки и мальчики идут покупать способ заработка за 1000 рублей. Суть этого заработка успешная блогерка объясняет тут же. И да, конечно же добавляет: вы чё, ребята, это не разводилово, это легкие деньги для подростков. После оплаты я добавляю вас в телеграм-канал, где все по пунктам и досконально расписано, что и как делать. То есть все по поводу заработка. Первый способ — это перепродажа. Ты перепродаешь ту же информацию, что и продаю я. Это считается самым популярным способом и прибыль примерно от 60 000 рублей в месяц. Второй способ — это магазин в Инстаграме. Нет, это не наеб. Настолько все просто, настолько все легко. Этот способ сделан специально для подростков. Звучит по-прежнему непонятно. Понять не стало, когда моя подписчица уже отдала свою 1000 рублей и увидела гайд. Девушки тупо скинули ссылку в закрытую телеграм-группу, где предложили, внимание, продавать ссылку на эту группу другим людям за сумму не меньше 1000 рублей. Не меньше, чтобы конкуренции не было. Здорово, правда? И главное, посмотрите, что советуют. Прямо рассказывают, как сделан аккаунт богатой девочки. Чтобы клиент не заподозрил тебя в фальши и неуверенности, нужно купить несколько пачек сувенирных денег и разбрасывать их перед экраном. Нужно якобы тусить с друзьями и выкладывать сторис, чтобы создавать видимость интересной жизни. Пишите сами себе отзывы со второго номера WhatsApp или Telegram, потому что на отзывы все ведутся. А также рекомендуют разные сервисы, где ты можешь закупиться подписчиками, комментариями и лайками. А еще тебе понадобится рекомендация блогера. Ну просто мега гениально. Итого тебе предлагают продавать воздух в формате пирамиды. Ну, голова сейчас просто взорвется. Типа, топишь сам, топи другого и гуляй топиться снова. А еще один вариант заработка — это личный магазин вещей с Алика в Инстаграм, где ты у поставщика этой же девочки купишь паленых кроссовок и будешь толкать их в 3 раза дороже. Опытные шоурумщики сейчас просто вспотели от новых конкурентов в лице школьников из 8 Б. И при этом тебе за твои же бабки надо как-то раскрутить инсту и напичкать ее ботами, таргетинговой рекламой. И знаете, я все это слушаю и думаю, что? Бедные дети покупают этот трэш и привлекают своих друзей, чтобы и те купили. Как вам такое? Но эти товарищи пошли дальше. Они продолжают обрабатывать клиента до последнего. Как только моя подписчица купила этот курс, к ней в личку постучался менеджер канала с уникальным предложением. Мне написал молодой человек, говорит, вот у меня есть аккаунт, я его продаю, последний шанс купить. Я на что ему отвечаю, что, естественно, я не хочу покупать аккаунт. Смотри, сейчас в Инстаграм все аккаунты по заработку блокируются. И я единственный человек, который знает, как создать аккаунт без блокировки. Чтобы подготовить один такой аккаунт, нужно более 2 месяцев. И на данный момент остался всего лишь один аккаунт. То есть его могут приобрести
в любой момент. А без этого аккаунта на перепродаже ты не сможешь никак зарабатывать. Поэтому я прошу дать мне ответ в течение 5 минут. Какой красавчик. Специально дал 5 минут на решение, чтобы жертва не сорвалась и вся измучилась. Предложение это какое эксклюзивное, только для нее. А в начале сообщения приписал: если проигноришь, то тебе хана. Но знаете, они сами себе противоречат. Сами продают курс, сами говорят, что курс не работает без их готового Инстаграм, потому что остальные аккаунты по заработку в Инсте блокируют. И хочется просто встать и прямо хлопать в ладоши. И бизнес 80-го левела. Запоминайте, друзья, блогеры, люди, продающие курсы по заработку, зарабатывают исключительно на продаже этих самых курсов по заработку. Ни вправо, ни влево. Так, здравствуйте. Здрасте. Это полиция экономии. Вы вообще знаете, что во всех магазинах сейчас много акций, и вы нарушили закон онлайн-покупок по статье «Слишком много скидок на карантине»? Когда это? Вы зашли на М-видео и проигнорировали акцию при оплате по карте. Смотрите, какие скидки. Я свои права знаю, хочу и теряю деньги. Погодите-ка, вы еще и без кэшбэка покупаете. С вас штраф 500 рублей. А что так много? На Мегабонус всегда много кэшбэка. Именно столько вы потеряли вот с этого смартфона. Вот расширение показывает, где можно получить скидку, и отслеживает цены. Сами можете посмотреть, сколько кэшбэка вы упустили. Погодите-ка, Мегабонус сотрудничает более чем с 2000 различных магазинов. Тут и М-видео, Алиэкспресс, Asos, Shein, iHerb. И вы везде покупали без кэшбэка? Да у вас потеря денег в особо крупном размере. Придется пройти со мной. Чего вы сразу начинаете-то? Ладно, так и быть. Отделайтесь сегодня легким взысканием. Для этого нужно в один клик установить расширение Мегабонус на браузер или мобильный телефон iOS или Android. Покупать только с кэшбэком и стабильно выводить деньги на карту, кошельки или мобильный телефон. И выводить можно, запоминайте, с $1,5. Вам повезло, такого нигде больше нет. Всего лишь? Это очень легко. И это еще не все. Нужно всем раздать промокод на повышенный кэшбэк. Скажите прямо сейчас на камеру: я больше не буду покупать без кэшбэка и вам не советую. Переходите по ссылке в описании под видео и покупайте в М-видео и в других магазинах с Мегабонус. Я больше не буду покупать без кэшбэка. Переходите по ссылке в описании и активируйте уже Мегабонус. В самом-то деле, сколько можно покупать без кэшбэка и терять свои деньги? Ищите промокод прямо под видео. Многие спрашивают у меня, где я купила такую прекрасную зеленую футболку. Как обычно, все ссылочки под этим видео. Вообще с курсами от блогеров у нас большая проблема. Это я поняла по количеству жалоб от вас в свой телеграм-бот. Блогеров много, почти у каждого свой инфокурс, не все компетентны и исполнительны. И самая распространенная жалоба: я купила гайд, а там хрень из интернета. Это топ. Все случаи даже не перечислить. А вот второй вариант жалоб – это повальное неисполнение обязательств. Не каждый блогер будет ответственно подходить к своей работе и выполнять все обещания. Ведь все держится не на договорах, документах, не на чеках, а исключительно на совести организатора. Перенос времени и кормление завтраками бывают нередко. Как пример, история от моей подписчицы, которая купила несбыточный курс. Я была подписана на блогера Даша Лэй немного меньше года. Ей сейчас 18, она с 16 сама живет в США и зарабатывает в интернете. Собственно, она рассказывает о менеджерстве у блогеров, продает курсы по этой теме. Я решила записаться к ней на курс. Она обещает не миллионы, она обещает 1000. И многие верят. И я поверила. 7 мая я написала Даше в Инстаграме, и она даже ответила, что курс продолжится завтра, то есть 8. 7 и 8 мая мне написали те девочки, что они уже сами волнуются и переживают, потому что курс в итоге так не продолжился. Обманы с рекламой и курсами. Мы нашли, ребята, комментарии, хоть она их и удаляет, но тем не менее нашли на ее странице. Все время все однотипно. Игнорирование, долгий ответ, кидание после недели курса, где информация ни капельки не уникальная, а обычная. Когда мы массово ей написали, она ответила, что у нее были проблемы, пообещала нам кучу всякой полезной новой там другой информации, но мы не хотели. Мы просто хотели закончить с ней вот это общение, некое сотрудничество, поэтому потребовали деньги назад. Она, к счастью, вернула, но есть и те, кого она игнорирует до сих пор, и те, кому денег она не вернула. Моей подписчице вернули деньги. Ей повезло, а остальным, увы, нет. И реально, об этом блогере в сети гуляет много отрицательных отзывов. Вот, например, девушка пишет, что она купила у Даши вебинар за 400 рублей. А вместе с ней еще таких же 20 человек. Вебинара тупо не было. Стучаться ей в личку, мол, ответь, но бесполезно. Ни ответа, ни привета, ни курса. Не знаю, как все закончилось, надеюсь, что хотя бы деньги вернули, но история об этом умалчивает. Конечно, такие отдельные случаи не говорят о том, что все блогеры и их курсы плохие. Нет.
Это далеко не так. Но иногда я просто, если честно, охреневаю от наглости отдельных лиц. Вот, пожалуйста, бывшая участница шоу «Беременна в 16» проводит гайд по продвижению в Инстаграм с нуля. И цена там не маленькая. Пакет, который называется «За руку с Алей», вам обойдется всего в 9990 рублей. Есть, конечно, эконом-вариант. Все сам. За 2990 рублей. Но серьезно, 10 тысяч? Митрошина вон за бесплатно годами этих блогеров создать не может. Аля за 10 тысяч объяснит, как раскрутиться и зарабатывать в инсте. И это Аля, чей старт раскрутки в Инстаграм начался с мощного пинка от ТВ-шоу про беременных, с хайпа на материнстве до совершеннолетия. Если хотите вспомнить, как Аля и ее подруги начинали свою блогерскую деятельность, посмотрите мой выпуск о том, кого вырастила в Инстаграм шоу «Беременна в 16». Вам понравится. Подсказка сейчас где-то вылетит. Но есть курсы в Инстаграм, обучение по которым, по моему мнению, это опасное дело. Как вам, например, перспектива стать консультантом-диетологом по онлайн-курсу? Конечно же, с нуля, конечно же, без диплома. Школа диетологов в этом вам поможет. Обещание следующее. Всего за 30 дней научат, как без медицинского образования консультировать пациентов, как увеличить доход с одного клиента на 80% и, конечно же, как зарабатывать от 50 тысяч рублей в месяц, не выходя из зоны комфорта, то есть из дома онлайн. Моя подписчица по образованию врач была в шоке с такого выгодного предложения. Привет, Катя. Недавно мне прислали ссылку на семинар школы диетологов. Честно говоря, мне было очень обидно видеть, как многие люди думают, что пройдя 30-дневный курс, они могут стать хорошими специалистами в этой области. Дело в том, что по образованию я врач и окончила лечебный факультет. Получила специализацию по диетологии. С учетом ординатуры это заняло 8 лет. Если бы вы знали, как часто ко мне обращаются люди, пострадавшие от таких 30-дневных специалистов. Люди получали сильнейшие последствия от неправильных выставленных диет, назначенных программ и процедур. А теперь представьте, у человека проблемы с лишним весом. Причин может быть масса. Сбой в гормональном фоне, расстройство пищевого поведения, какие-то проблемы с ЖКТ и другими органами. И тут его начинает лечить вот такой онлайн-специалист. Что будет? Представить страшно. А диетолог – это, на минуточку, дипломированный врач, а не ололоша из Инстаграм. Но это школа, и ее спикеры без всяких зазрений совести на постоянной основе штампуют диванных диетологов. И хотя лектор, который ведет курсы, повыставлял на сайте какие-то дипломы, проверить их возможности не представляется. Эти маленькие цветные картиночки оказались некликабельными. Да и неважно, насколько знаменит и дипломирован ведущий этих курсов. Сам факт того, что вот так медицинской специальности обучают всех подряд, уже неправильно. Примерно так же, как онлайн-диетология, меня впечатлили курсы по тату. И звучит все это, на первый взгляд, вполне безобидно. Если ты мечтаешь стать тату-мастером, то я всего за 5 часов в своих видео научу тебя этому искусству совершенно с нуля. Я тебе обещаю, что после моего курса у тебя не останется никаких вопросов, и ты сразу сможешь приступить к работе. Что мы выносим отсюда? Мастеру тату не надо уметь рисовать. Окей. Для тату нам не понадобится машинка. Ну ладно. За 5 часов можно научиться бить картинки по эскизу. А еще сразу после курсов можно себе самостоятельно что-нибудь наколоть. Вообще шикарно. Стоимость такого курса около 5000 рублей. В плане занятий указана минимальная информация для новичков. А еще, если ты заплатишь и пройдешь этот курс, то никак подтвердить это не сможешь. Свидетельство об окончании курса школа не дает. Так и пишет, зачем тебе нужна эта бесполезная бумажка. На сайте, который предлагает эти курсы, показаны фото. Вот так ты сможешь делать своим клиентам после нашего обучения. Рисунки действительно выглядят неплохо. Но что-то я не уверена, что, посмотрев пару видео, можно так быстро набить руку и выработать нужную технику. Скорее всего, работа мастера, который набивает тату иглой, прямо как в старые добрые времена, будет выглядеть так. Ну или вот так. Короче говоря, это откровенная фабрика по производству корявых портаков. Называется «Кольщик. Наколи мне хрень за 5 рублей». Но давайте будем откровенны. Этот курс рассчитан не на тех, кто реально собирается работать в тату-сфере, а скорее для школьников. Сидит девочка, хочет тату, мам ей не разрешает. А тут раз и курс, да еще и бокс с инструментами продается. Купит и давай набивать купола всем подружкам. И поймите, я не блюститель морали и не против татуировок. Я против того, что кто-то занесет инфекцию себе или другому человеку. А еще я боюсь, что сама попаду к такому мастеру-инстаграмщику. И, как по мне, лучше бы все такие домашние татуировщики пошли к нормальному мастеру-профессионалу. В проверенный салон, где все в порядке с дезинфекцией, санитарными нормами, навыками мастеров. Но нет. Отдельным лицам хочется нажиться на продаже курсов.
Вообще все эти курсы по заработку, продвижению Инстаграм или похудению уже давно всем надоели. Ну, банальщина ведь, согласитесь. И вот сейчас встречайте новый тренд – курсы от продюсерского центра. Продюсерское агентство You Голливуд проводит различные курсы, посвященные актерской деятельности. Стоимость варьируется от 6 тысяч до 30 тысяч рублей. Индивидуальное продвижение без какой-либо гарантии будет стоить 50 тысяч рублей. А гарантия роли в фильме в пределах 6 верхних строк 3 миллиона рублей. И неважно вообще, есть у тебя актерское образование или нет. Путь в Голливуд из российского региона тебе открыт. И даже не через постель, а через платные курсы в Инстаграм. И знаете, я уверена, что Ди Каприо так поздно взял свой первый Оскар, потому что купил не продвинутый курс за 10 тысяч, а начальный за 5. А что вообще обещает этот курс? Читаем. Курс из массовки в главные роли. О том, как развивать в себе особенную психологию человека, побеждающего по жизни. Успешный успех. Класс. Главная заповедь инфо-цыганства сейчас вошла в чат. Как происходит обучение? Цитирую. Голосовыми и картинками в телеграм-канале. Звучит очень профессионально. А если у меня нет актерского таланта? Спрашивают люди. Ответ следующий. Ты все равно купи курс, вдруг понравится. Все лучше, чем в актерском вузе время тратить. Но народ интересуется. А как в Америке снимать-то без визы? В одном посте создатели курса гарантируют, что можно получить роль в Голливуде по туристической визе. В другом месте говорит, что об этом и не писал. Какая красивая, но запутанная история. А еще заходишь к ним в Инстаграм, а там создатель этих инфокурсов с Ди Каприо стоит на одной фотке. Жаль только, что это фотошоп. Его голову приклеили вместо актера Марка Уолберга. Прости, Марк. Отдай место рядом с Лео настоящим профессионалам Голливуда. Он вообще-то отечественных звезд готовит на очередной обзор Бэдкомедиану. Но обещания про Голливуд – это еще цветочки. Как насчет стать айдолом? Как мальчишки из BTS. Только такая Russian version. Ко мне обратилась моя подписчица, которая записалась на курс Lobby Star Entertainment, который занимается выращиванием айдолов по корейским поп-заветам, а также развивают соответствующую индустрию на русскоязычном пространстве. Для этого у них есть все. Как минимум красивое обещание и группа ВКонтакте. Получается так. Обращаешься в агентство и вместе с подружками становитесь русскими Blackpink. Просто иди и давай автографы всем бабушкам на районе. И знаете, в это реально верят. Девчонки думают, что пройдя курс за 1000 рублей и выполнив все задания, они станут знамениты. Моя подписчица хотя бы попала туда бесплатно. Здравствуйте, меня зовут Алиса, и я хотела бы поделиться своей историей, связанной с Lobby Stars Entertainment. Стажировка в первом наборе стоила 900 рублей. Я стажировалась бесплатно, потому что выиграла это право в лотерее. Остальные девочки подписывали договор на оказание услуг и платили деньги Петру, директору агентства, на карту Сбербанка, как обычный перевод. Как проходила стажировка? Ей управляла 16-летняя девушка, и она значилась в контактах группы агентства как директор программы стажировок. Задания выполнялись в зависимости от смысла, либо отчетом в комментарии в группе, либо файлом на Google Диск. И задания были из серии «Почитай эту книжку», или «Сделай зарядку», или «Посмотри фильм на английском». Никаких занятий с преподавателями не было. Многие задания мы оценивали сами друг другу, лайкали комментарии. И что и говорить о необъективности такого оценивания. А я думала, что айдолами не так становятся. Там хотя бы вокалом занимаются, хореографией, а не просто лайки ставят под руководством 16-летней девочки. Но откуда мне знать? Я же не разбираюсь в этих ваших кей-попах. Может, так оно и было. Но моя подписчица не сдавалась, надеялась, что что-то изменится. И дождалась. Предложение на 1 миллион. Оказалось, что таланты директор все-таки отбирает. И, обратив внимание на то, что наша подписчица имеет хорошие вокальные данные, предложил ей подписать контракт. Петр рассказал, что хотел бы заключить со мной договор как с артистом. Он бы брал на себя поиск клиентов и заботу об авторском праве, а также прочие расходы, а я должна была просто делать свою работу. Деление прибыли 50 на 50. Я согласилась из интереса. Там был пункт, что заботу об авторском праве я должна взять на себя, и все претензии по поводу контента тоже, то есть судами занималась бы я, если бы кто-то подал на меня. Речь шла об исполнении не оригинальных работ, а каверов, перепевок уже существующих композиций, и не всем правообладателям такое по вкусу. Также я должна была оплатить ему штрафы за малейшую провинность. Я посмотрела договор, и действительно, после того, как ты его подпишешь, ты попадаешь под полное влияние своего продюсера и должен делать все по его велению. А нет, значит штраф. И хотя мечта стать популярным исполнителем велика, подумайте, действительно ли нужно подписывать договор с малоизвестным агентством, у которого далеко не факт, что найдется достаточно бюджета для твоей раскрутки. Ведь даже в той же Корее, на которую ссылается, прежде чем стать знаменитым, люди проходят через десятки кастингов и отборочных туров у знаменитых и влиятельных персон. Там все происходит через боль, страдания и адовую конкуренцию, а не через инстаграм-курсы. И вообще, мы пока не готовы к российским айдолам, пока у нас по телеку Киркоров и Бузова. Друзья, на этом сегодня все. Спасибо большое, что вы досмотрели этот ролик до конца. Если вы не видели предыдущие ролики серии «Иные бизнес», пожалуйста, посмотрите их обязательно. Мы с вами увидимся совсем скоро, буквально в следующем видео. Пока-пока.